Про Славу расскажу, как обычно. Что про него рассказывать? Замечательный человек. Только какую-то фигню сейчас в Телеграме написал, с которой мы теперь спорим. Вот. А так, Слава замечательный человек. Осетинский язык он выучил, по-моему, уже будучи взрослым, сознательным парнем. Вот, хотя вырос во Владикавказе, может быть, он скажет об этом несколько слов, но это очень необычно и интересно, потому что вот человек со стороны, ну, я понимаю, еще я, когда нанайским занимаюсь, там по-нанайски говорит человек 300, а тут целая огромная республика говорит на осетинском языке, причем не на одном еще осетинском языке, наверное, Слава тоже об этом скажет. И вдруг Слава, вот русский парень, который живет в Санкт-Петербурге, развивает осетинскую Википедию, ну и вообще является таким своего рода ньюсмейкером в области осетинского языка. Вот, и мне кажется, что будет очень интересно его послушать. На прошлой неделе рассказывали про осетинский язык в другом немножко ключе. Я так понимаю, что у Славы в этот раз будет небольшого ноу-хау, хотя он опытный спикер в области осетинского языка и языков вообще. В общем, прошу любить и жаловать, давайте начинать. Да, я рассказывал 13 раз об осетинском языке, как я случайно осознал, на 13 фестивалях языков в Петербурге. Вот, и в то же время из-за того, что я его организую, то есть много других забот, более-менее изначальный шаблон немножечко меняется каждый год, но в целом это 13 лет одна и та же лекция, в общем-то, одинаково устроенная, да, то есть там фрагменты записей, которые я оставлю послушать и как-то их комментирую. Вот. И в этом выступлении, да, я немножко отклонюсь от этой схемы, потому что хочется как-то более подробно, больше времени, хочется показать прямо примеры текстов, как-то их разобрать. И кроме того, в Zoom тяжело как раз вставлять всякие звуки и видеофрагменты, да, как мы все убедились не раз. Вот. Поэтому будет такая немножко новая форма, не немножко, а совсем новая. И сейчас тоже репостнул. В общем-то, вот такая цель. И под конец там будет отклонение на тему именно орфографии, именно того, как люди, скажем, играются с осетинской письменностью, чтобы добиться каких-то своих целей, как-то реализовать свои потребности, связанные с идентичностью. Будет несколько интересных примеров. Потому что мы все сталкиваемся, когда занимаемся малыми языками, сталкиваемся с различными экспериментами в этой сфере, но обычно это латинизаторы, да, чаще всего. Вот. Но редко задумываемся, что за этим стоит, да, как бы, чего они пытаются этим добиться, и бывают ли еще какие-то эксперименты такого плана. Вот. И мне показалось, что я какие-то из них нашел. У меня в прошлом году выходила статья на эту тему, которую я на байских чтениях в Осетии, да, рассказал о каких-то своих наблюдениях, и вот немножечко на более широкую публику, что ли, расскажу тоже об этом. Так, значит, да, о себе. Ну, в принципе, Василий уже меня представил. Я действительно самостоятельно изучал осетинский, в основном самостоятельно, в возрасте, скажем, начиная с 16, наверное, лет. Вырос я во Владикавказе, это столица Северной Осетии, и хотя, казалось бы, это республиканская столица, там можно жить, мало сталкиваясь с языком, то есть, в принципе, можно, и, наверное, большинство нетипичного населения не справляется освоить язык и просто даже не попадает в те ситуации, где его можно было бы учить или было бы нужно, наверное, да, безвыходно нужно учить. Вот. Но интерес, конечно, всегда был, просто другой вопрос, что, скажем, в школе на фоне национального возрождения 90-х годов, да, когда коммунистическое сменялось национальным во многих регионах,
в республике при этом не возникла система, не сразу, во всяком случае, возникла система преподавания языка, да, то есть, казалось бы, какие-то кружки должны были возникнуть сразу, вот, но этого не произошло. И поэтому вот как-то приходилось искать такие возможности, при этом с печатными источниками все было очень плохо, там, вплоть до того, что в библиотеке было затруднительно взять какие-то классические источники. Потом, конечно, появился интернет, и тоже в интернете не сразу все появилось нужное. С этим связана история, как я начал создавать сайты irnal.ru, посвященные осетинскому языку. То есть я сначала просил у своих друзей, показывал им аналогичные сайты там по некоторым другим языкам Российской Федерации, в частности, по ингушскому языку появился сайт, на котором выложили грамматику, он до сих пор в таком виде лежит, там лежит грамматика и еще какая-то там статья, да, такого плана по языке. Я говорю, смотрите, как интересно, очень полезно, вот не очень долго делать, надо где-то найти такую как бы, книгу или несколько и выложить это все в интернет. Ну, закончилось тем, что я стал писать первые уроки. Вот. Сначала написал некий обзор, там, где живут осетины, да, там на каком языке они говорят. Вот. А потом написал несколько вводных уроков, и только потом, примерно через год, был опубликован первый самоучитель для тех, кто изучает осетинский язык с нуля. И с этого момента я как бы тоже перестал писать свои уроки, потому что, ну, как бы зачем делать, изобретать велосипед, когда осетиноведы, да, этим уже тоже стали заниматься. Вот. И позже появилась вот эта полилингвальная система образования, в школах появился осетинский язык практически во всех, и сейчас, хотя обязательное преподавание в каком-то смысле отменили, точнее не отменили, но дали возможность выбора языка в качестве родного, да. Значит, но я так понимаю, что в Осетии очень значительная доля ребят продолжает посещать осетинский язык как родной, в том числе так называемых неговорящих, да, то есть те, кто изучает его фактически как иностранный, с незнанием. Вот. Ну, запущу уже, наверное, презентацию. Сейчас видно? Да, все отлично. Заставочку видно и меня слышно, да? Вот, ну, на этой карте видно, это карта этнического разнообразия или языкового разнообразия Центрального Кавказа, ну, в принципе, почти всего Кавказа. И здесь таким темно-фиолетовым цветом отмечены ареалы, где живут осетины, где многие люди говорят по-осетински. Вот. Северный ареал почти полностью совпадает с границами Республики Северная Осетия в составе Российской Федерации. Южный ареал — это в основном Республика Южная Осетия, но также видно два пятна южнее конца ее границы. Это так называемая Триолетская Осетия, где компактно проживали осетины до событий начала 90-х годов, когда большинство из них были вынуждены переехать на север в основном. Значит, и видно также на этой карте зеленоватыми оттенками зеленого выделены тюркские языки, да, и так далее. И видно, что осетины обозначены каким-то отдельным цветом, не похожим на другие популярные оттенки, но зато похожим на цвет радикально южнее, да, цвет уже на территории Армении, то есть распространение армянского языка. Дело в том, что осетинский язык, ну, как многие из вас, наверное, знают, это язык индоевропейский, да, то есть в каком-то смысле родственный русскому, там, английскому и другим индоевропейским языкам. И, тем не менее, вот он таким образом является, как это называют, реликтовым языком, то есть сохраняется на территории, где вокруг него живут народы, говорящие на языках других языковых групп. Как считается сейчас современной наукой, есть, конечно, другие взгляды, но вроде бы преобладает такой взгляд, что
осетинский язык является языком-наследником языков алан, сарматов и скифов. Там вот с аланами связь наиболее прямая. Там есть 3-4 источника на аланском языке, к сожалению, не очень много. Но они близки к дигорскому диалекту осетинского языка. Но это такой тоже вопрос, связанный с обсуждением аланского наследия на Северном Кавказе, поэтому довольно такая политизированная тема. Вот. Но, в общем, нам для целей нашего обсуждения достаточно знать, что это язык иранской группы, то есть в этом-то точно никто не сомневается. И другими иранскими языками является, конечно, наиболее известный персидский язык, но от персидского языка очень далек осетинский язык, и там довольно трудно найти даже созвучные слова. Дело в том, что персидский язык, да, в форме языка фарси, в форме таджикского, относится к западноиранским языкам, а осетинский к другой подгруппе, к восточноиранским языкам. И среди крупных живых представителей восточноиранской группы, например, можно назвать язык пушту в Афганистане, но в свою очередь язык пушту тоже довольно далек от осетинского, потому что он относится к юго-восточной подгруппе, да, а осетинский относится к северо-восточной, из которых в живых остался только очень небольшой ягнобский язык, это около там 10 тысяч, по оптимистичным оценкам 12, по пессимистичным там 5 и менее тысяч говорящих в там, нескольких точках Таджикистана. Вот. Но и с ягнобским языком нет взаимопонятности языка. То есть разделение, тем не менее, произошло очень давно. Это вот довольно такое условное деление, которое относится к генеалогии, да, то есть от какого праязыка произошел осетинский язык, но при этом он изолированно от других иранских языков давно развивался, и даже с ближайшими своими родственниками по генеалогии он уже не является взаимопонятным. В то же время он оброс интересными явлениями, которые не характерны для иранских языков. Вот. Это, например, большое количество падежей, необычная система фонетики, в ней появились абруптивные согласные. Да, что такое абруптивные? Вот так называемые гортанные кавказские звуки. То есть взрывные согласные образуют не двойки, как в русском, да, глухой, звонкий, типа КГ, а тройки, типа К, К и Г. То есть есть еще, как он в русской традиции называется, смычно-гортанный или абруптивный согласный. Вот. И, ну, как считается, такие влияния вообще довольно редко языки влияют друг на друга в области прям фонетики. Для того, чтобы это происходило, нужны какие-то очень серьезные ситуации, например, массовые двуязычие или переход значительной группы людей с одного языка на другой, минуя фазу двуязычия. Поэтому вот одна из распространенных гипотез, которые объясняют вот эти кавказские черты в осетинском, это теория кавказского субстрата, с которой выдвигал, ну, наверное, величайший осетиновед, крупный советский иронист Василий Иванович Абаев. То есть он считал, что в какой-то момент там остатки алан после различных потрясений, связанных с монгольскими нашествиями, более поздними событиями, они ушли в горы, в более, так сказать, безопасное место, где уже проживали люди, которые говорили вот на языках, которые принято называть кавказскими, но при этом мы точно не знаем конкретную языковую семью. Вот. И вот эти местные жители, они, переходя на этот аланский язык, сохранили в нем какие-то свои черты. Вот. Этим объясняется, ну, помимо фонетики, объясняется, например, наличие устойчивых словосочетаний, которые характерны для кавказских языков и встречаются как бы в буквальном переводе в осетинском тоже. Например, это
различные устойчивые словосочетания со словом «сердце», да, вроде там его сердце потеплело, это значит затошнило человека, да, или идти в сердце, значит, нравится и так далее. Ну, и Абаев приводит такие аналоги в других языках Кавказа и в грузинском языке, и полагает, что это связано с субстратом. Но, как мы понимаем, это можно называть, конечно, и языковым союзом, да, то есть бывают такие серьезные влияния, когда языки не родственные, долгое время живут, долгое время бытуют на одной территории, там бывают довольно такие глубокие взаимные влияния. В то же время, как другие исследователи подчеркивают, это влияние кавказское, вот оно порой как-то бывает переоценено, да, например, в области падежей, по-видимому, нужно признать, что падежи развивались как-то самостоятельно в осетинском, потому что заметного кавказского влияния, падежей кавказского типа в осетинском нет, да, то есть это эргативные в основном языки, вот, и языки с очень разветвленной системой местных падежей, вот этого всего в осетинском нет, поэтому, наверное, нельзя говорить, что падежи — это кавказское влияние. Дальше. Ну, число носителей я написал около 500 тысяч. Дело в том, что есть, конечно, более там точные данные переписи, но в то же время есть группы, говорящих за пределами Российской Федерации, за пределами этого ареала. Это анатолийские осетины, да, то есть осетины, которые мигрировали на территорию современных Турции и Сирии в XIX веке. И ну, несколько тысяч там продолжают сохранять тоже осетинский язык, при этом точно неизвестно, какое это число людей. Вот. И в России тоже, в принципе, переписи проводят и учитывают количество людей, которые заявили родной язык, но при этом непонятно, насколько это число точно, потому что очень многие люди называют родным языком язык, так сказать, своей национальности. Да? То есть если папа и мама осетины, то я скажу, что я осетин по национальности и говорю ну, не говорю по-осетински, а именно, что родной язык осетинский, да, и, возможно, такие словосочетания, как я плохо знаю родной язык или не знаю родного языка, или хотел бы выучить свой родной язык и так далее. То есть все это описывает ситуации, когда на переписи люди могут сказать, что владеют языком, а на самом деле уровень владения нам неизвестен. И ну, по моим таким субъективным впечатлениям можно говорить, что, ну, может быть, 2/3 или половина от этой суммы как-то уверенно владеет осетинским языком. Вот, то есть довольно много, это, конечно, не исчезающий язык, но вот этого бодрого числа в 500 000 тоже, по-видимому, нет. Например, одно из одно из исследований социологических выявило, что там около 20% осетин пользуются письменным языком, да, то есть читают, например, на осетинском более-менее регулярно. Вот, и это, как бы, конечно, заставляет задуматься о том, какие компетенции у большинства людей, которые говорят, что мой родной язык осетинский. Следующая перепись будет иметь немножко другие формулировки вопросов о языке. Там, в частности, будет вопрос, точно не помню формулировку, но в том духе, что на каком языке вы говорили или заговорили как на первом, да, в детстве и так далее. Вот. И вот это нам, конечно, даст более интересную информацию, если люди как-то, во-первых, поучаствуют хорошо в переписи, да, а во-вторых, серьезно отнесутся к этим вопросам. Ну, география, в принципе, все вот это рассказал. Пока мы видим эту карту, можно рассказать о диалектах тоже. Вот, значит, у осетинского языка есть два больших диалекта. Это иронский диалект и дигорский диалект. И хотя очень многие люди ожидают, что осетины, поскольку существуют две республики, да, Северная Осетия и Южная Осетия, то, наверное, граница языковая, диалектная проходит по вот этой границе, которая наиболее заметна, которая на этой карте выглядит как белое пятно, да, то есть труднодоступные горные районы,
понятно, что это какая-то физическая граница между ними. Вот. Но все немножко сложнее. Значит, большой иронский диалект, он распространенный на севере и на юге, а меньший диалект, дигорский диалект, распространен на западе Северной Осетии, то есть вот ближе к границе с Кабардино-Балкарией, и в том числе дигорцы проживают в Кабардино-Балкарии тоже. То есть если осетин говорит, что он из Начика, ну, как правило, это носитель дигорского диалекта. Вот. Но, конечно, отличия между севером и югом тоже есть, то есть иронский диалект на севере и на юге отличается, но отличается в основном фонетическими соответствиями, то есть там при некоторой сноровке люди, в принципе, хорошо друг друга понимают, а вот носители дигорского и иронского для того, чтобы хорошо друг друга понять, нередко переходят на русский язык. В этом смысле русский язык является, можно сказать, объединяющим для осетинской нации в каком-то смысле. Ну, вот это, наверное, немножко неудобно, но вот и другой такой факт на эту тему, то что общим самоназванием осетин на русском языке является слово осетины, а на осетинском языке общего самоназвания нет. Да? То есть есть слово иратта, которое означает осетины, но осетины и иронцы. И есть слово дигоранта, которое означает дигорцы. Вот. И иногда осетины, дигорцы, осетины, иронцы, которые сталкиваются с самоидентификацией дигорцев на родном языке, они бывают удивлены или даже возмущены. Например, там, я у него спросил, там, осетин ли ты, а он мне ответил, я дигорец. Да? Но если ты спросил это по-осетински, то он ничего другого не мог ответить. Да? То есть ты спросил Ирон, да, а ты осетин, а он говорит Дигурон, да, или Дигорон, да, то есть я дигорец. Ну, просто потому, что человек, который не иронец, может сказать, что он иронец, да, то есть внутри осетинского языка, получается, нет единого самоназвания, отчасти с этим связано желание как-то чаще использовать в качестве самоназвания слова, связанные с корнем «алан», да, потому что таким образом можно было бы решить вот эту внутреннюю осетинскую проблему с общим самоназванием на осетинском языке, прежде всего. Вот, ну, вот рассказали про географию. Собственно, примеры на диалектные и говорные отличия. Вот есть такое удачное слово, в котором есть и фонема «ц», и фонема «с», «саргас», «орел». И говоры по произношению фонемы, которые графически отображаются в виде русской буквы «ц», делятся на цокающие, сокающие и шокающие. Да? То есть сокающие говоры — это такие, в которых «ц», фонема «ц» произносится как «с». Например, это большинство жителей Северной Осетии, иронцев, да? То есть иронский диалект Северной Осетии. А шокающий — это большинство жителей Южной Осетии, то есть иронский диалект и шокающая форма. То есть на юге говорят шаргас, на севере большинство говорит саргаш. Вот такая разница. Шаргас на юге и саргаш на севере. Вот другое такое слово — это садиш, да, то есть садиш на союз по-русски, значит, садиш на севере, шадис на юге. Журес на юге, Зуреш на севере. И такой интересный пример, вроде бы есть буква «с», которая обычно на севере, обычно на юге читается как «с», да, то есть как свистящая. Вот она именно в этом слове читается как «ш» и на севере, и на юге, то есть «хашт». То есть тут не совсем идеальная такая ситуация, не совсем регулярная, так скажем. Вот. Есть, по меньшей мере, один говор в Южной Осетии, который сохраняет значение, то есть использует в качестве бытовых фонем, да, бытовой реализации этих фонем, то, как они записаны кириллицей, да, то есть люди говорят «царгас», то есть так и говорят. И помимо этого так учат читать детей в юго-осетинских школах. То есть на севере
дети читают так, как они в быту говорят, а на юге они в быту говорят шаргас, а в школе учат читать, и на телевидении большинство людей говорит царгас. И это называется на юге орфоэпическая норма, но на севере она не принята. То есть на севере орфоэпической нормой является куртатинская сокающая форма, в которой саргаш читают. Вот. И отдельно говоря о дигорском диалекте, вот этом западно-осетинском идиоме, там «ц» и «с» произносятся вроде бы как написано, то есть «царгас», но перед гласными переднего ряда они могут палатализоваться и переходить по звуку во что-то похожее в другие звуки. Да? То есть «ц» может переходить во что-то, что мы с русскими привычками назвали бы «че», то есть «чи» был бы такой звук, и «с» переходит в «щи», то есть за счет этого смягчения, что ли, так скажем, довольно заметно меняется звучание фонем. И как примеры разницы между иронскими и дигорскими диалектами внизу вот мелким шрифтом приведены соответствия, когда слова не образуются при помощи регулярного фонетического соответствия, а просто выглядят как отдельные слова с разной этимологией и так далее. Это гаде и тикис, кошка, слева иронские формы, справа дигорские выразы, морковь, абха, лапу, парень, мальчик, молодой человек, бичеу по-дигорски. Рузанг — это окно, каразга, вандон, скамейка, кейла, чиш, кизга, девушка. Ну так, то есть мы видим, что дигорский диалект довольно сильно отличается. Это приводит иногда там, к каким-то тоже дополнительным конфликтам. Например, нужно ли преподавать дигорский как отдельный язык. То есть когда обсуждается преподавание родного языка на таком федеральном, скажем, уровне, эта проблема выглядит как проблема, преподавания некого местного языка. Но местные ситуации бывают часто сложнее. Например, она осложнена тем, что там есть такие довольно сильно отличающиеся диалекты. И по уму, если мы преподаем язык в школе для того, чтобы преподавать на нем детям, которые говорят, прежде всего с этой целью, да, то есть с целью, которая вообще никак не обсуждается. Да? Значит, у детей ведущий язык там, родной, отличный от русского, разумеется, должна быть система преподавания. Но, тем не менее, возникают такие вот какие-то местные обсуждения. Например, сейчас была очень шумная ситуация во Владикавказе в связи с предложением преподавать на дигорском диалекте детям, которые как бы из дигорских семей, которые живут во Владикавказе. Таких довольно много, да, то есть они приходят в школу, и по умолчанию они там встречают иронский диалект. Вот. Но на дигорском диалекте существуют учебники, там, словари и так далее, и в дигорских районах он преподается в начальной школе, то есть на нем ведется преподавание там, начальных предметов. И предложили, значит, сделать такие дигорские группы и в городе, в столице, потому что дети же не будут ездить в дальний район, чтобы учиться и так далее. Вот. И это встретило какое-то противодействие, участие, в том числе национальной интеллигенции. И вот это как интересные какие-то явления, не давая им оценок, просто даже интересно их законстатировать. То, что ситуация на местах часто бывает сложнее, чем мы ее вот так себе представляем. Да, Осетия, осетинский язык, значит, там вот они как бы выбирают между, скажем, русским и осетинским, но там все, в свою очередь, сложнее. Вот. Ну, наконец, можно, наверное, перейти к примерам из языка. 8-10 падежей. Почему такое непонятное число? 8 официальное число падежей. Дело в том, что выделяемый винительный падеж или не выделяемый — такая отдельная тема. И является ли падежом уподобительный падеж или не является. Значит, как численно соотносятся дигорский и иронский, в процентах никто не знает. Есть оценка Василия Баева, который написал в предисловии книги 40-х годов, что дигорцев 1/6, но никто-то точно не знает, поэтому лично я перестал
пересказывать вот эту оценку Абаева, которая относилась к 40-м годам и ничем не была объяснена. Да? То есть откуда он взял это число. Вот. Ну так, просто по числу районов, значит, Дегорских районов 2, а все остальные Иронские, ну да, наверное, 1/6. Может быть, 1/4 или 1/3, или что. Вот. И субъективно кажется, что среди дегорцев осетинский язык в форме дегорского диалекта лучше сохраняется. Вот поэтому я, вот, честно говоря, не знаю, может быть, и вряд ли половину, но тем не менее вот это 1/6 это какая-то догматическая оценка, поэтому хочется избежать. Но в целом дегорский диалект, конечно, несомненно, меньше по числу носителей, но вот насколько мы точно не знаем. Вот, значит, первый пример на именительный падеж, то есть просто перечислю падежи, и на каждый будет 1 или 2 примера. Датта — это реки, множественное число, мы видим показатель множественного числа та. Слово река у нас Дон, и вы знаете, что есть такая река Дон в Ростовской области, в Воронежской, и осетины очень гордятся тем, что, по-видимому, это название, связанное с их ираноязычными предками. Вот, а также, ну, по меньшей мере, Абаев замечал то, что в ряде других рек региона тоже встречается Дене, это и Дунай, и Днестр и так далее. Но нас, конечно, как бы не столько интересует вот эта вся этимология, сколько просто пример. Да? То есть вот у нас именительный падеж. Здесь мы также видим форму Жгоренс. Видим, что в настоящем времени в глаголах у нас у каждого лица есть окончание свое, и «нц», «нц» окончание — это окончание, которое показывает множественное число третьего лица. Следующее. Вот родительный падеж, его показателем является окончание «ы». И если окончание идет после слова, которое оканчивается на гласную, то это «е» будет. Вот, соответственно, «кошта». Это Константин Иванович Фитогуров, самый известный, наверное, осетинский поэт, поистине народный поэт. Вот, да, выкинет президент. И Коштаем Завга, как бы чье стихотворение Коста. Родительный падеж всегда стоит перед словом, которое он описывает. Хетакаты Кошта. Еще один пример. Сами по себе фамильные имена образованы как имена, как множественное число, показатель t, и окончание родительного падежа. Да, Хетакаты Кошта. Поэтому в осетинском языке фамилия всегда идет перед именем. Просто грамматически это следует. Вот, следующее. Он живет, дательный падеж, он живет для своей семьи. Я бинонтан. Бинонта — это семья. Уйсары он живет. Я бинонтан. Для своей семьи. Отчество. Ну, отчество в осетинской традиции выразить можно, но оно как бы не обязательно. Да? Значит, в случае, например, на том же примере Хетакаты Кошта будет Хетакаты Леванеферт Кошта. То есть Хитагурова, Ливана, сын Кошта. Такая структура, если отчество нужно упомянуть. Вот. Ну, скажем, на осетинской странице советского паспорта форма отчества действительно употреблялась в таком вот виде. То есть Сейчас я всех радостно добавлю, что было написано в чате, я скопировал, добавлю в нашу беседу ВКонтакте для тех, кто хочет, чтобы ничего не потерялось. Вот. Ну и из вопросов, которые там заданы были, ну, фактически Вячеслав на все более-менее ответил. Ну, кроме вопроса о единстве народов, но это, в общем, мне кажется, это такой... Нет, да, то есть единство-то осетины ощущают, это совершенно несомненно, да, то есть нет какого-то такого, но
вот по поводу именно статуса, там, диалект или язык, вот такие вопросы, конечно, иногда возникают, и они такие довольно болезненные. И то, что вот на родном языке нет единого самоназвания, ну, тоже, в общем-то, это факт, и в истинно-ведической литературе можно тоже встретить констатацию. Ну да, я тебе просто скажу, что это довольно частотная на самом деле ситуация, много с кем встречается. Вот с нанайцами я рассказывал о том, что часть нанайцев называет себя Нани, часть называет себя Хэдзы, а при этом Нани еще называет себя Ульчи. И получается самосознание на русском языке и самоназвание на родном языке, они как бы вообще пересекаются и не очень совпадают. Получается, что такая чересполосица бывает, и в этом как бы ничего исключительного такого нет. Так, Ну все. да, то есть я пока не столкнулся с этой ситуацией, да, с другими языками России, там, с языковым разнообразием. Я думал, что это какая-то уникальная ситуация. Ну, нет. То есть там у марийцев есть что-то такое, там, в Мордовии, да. То есть там в Карелии, ну, практически везде. В принципе, и история там русского народа, тоже история большого обсуждения, кто тут диалект, а кто язык, и там, где сделать литературную традицию, где нет, а где ее в явном виде запретить, чтобы она не выросла, да. Вот. Ну и поэтому неудивительно, что что-то такое происходит в Устинском, вот, поэтому, да. Продолжим, вернемся к нашим примерам. Вот следующий школа зала. Интересно, да, значит, уйсары ябинон тандательный падеж, а потом снова а, родительный, но уже в роли винительного падежа, да. Школа зал — это школьник. Школа заулы, окончание «ы» показывает нам, что это прямое дополнение, причем прямое дополнение определенное, одушевленное, да, спросил, ну, как бы этого ученика и так далее. То есть прямое дополнение, если это неодушевленный предмет, практически всегда бывает оформлен как просто именительный падеж, то есть не имеет какого-то специального окончания. Вот. И осетиноведы много на эту тему ломают копьев, надо ли выделять винительный падеж, если у него нет явного такого отдельного окончания, да? Потому что, ну, говорить там о прямом дополнении и так далее, которое выражается родительным падежом, довольно тяжело, просто даже это немножко мешает там школьной какой-то традиции. Вот, файнаджита, фаденс хрхай. Ну, начались интересные падежи, которых нет в русском, да, это аблатив или падеж, который означает отложительно называется в русскоязычной традиции, падеж, который означает направление прочь из какого-то места и также означает инструмент. Вот здесь у нас инструмент хырх, такое слово, по-видимому, звукоподражательное, означает пила. Да? Вот и пилою будет хырхай. Файнаджита фаденс хырхай. Мы видим тоже доски, здесь прямое дополнение, они оформлены в виде номинатива, в виде именительного падежа, да, как и оканчиваются так же, как и в первой строке дата, реки. Файнаджита фаденс хырхай, пилят пилой. И файнаджита тоже интересный пример того, как нерегулярно образуется множество число в астинском, да, то есть мы видим и в первой строке у нас дон в единственном числе дата во множественном, то есть происходит чередование очень серьезное внутри корня, и файнаджита образована от слова файнаг, и не просто добавляется показатель множественного числа т и окончание ае, но получается вот такое это новое слово, это одна из сложностей. То есть, когда учишь, вот с множественным числом приходится немножко отдельно разбираться. Балашай архаудиш калиута, значит, с дерева, да, откуда. Вот это пример как раз отложительного падежа именно в роли направления от. Да, балаш — это дерево, балашай архаудиш калиута. И отложительный падеж в роли эталона сравнения, да, хитрее кого? Руваш — это лисица, рувашай гадыда. Хитрее лисицы. Ну, гады — отдельная интересная тема, то, что гады — это кошка, как мы уже видели на первом слайде, если, может, кто-то запомнил, что гады — это кисть, да, помните, дегорское иронское слово. Вот, здесь оно уже встречается, когда слово, фактически слово «кошка» выступает в роли определения. Оно означает «хитрый».
Вот, то есть хитрее лисицы получается как бы кошке лисицы, да, такая забавная штука. И одна из моих любимых осетинских поговорок это нога кошки коротка, да, годы и кахс беру. Вот ее можно понять буквально, что у кошки короткая нога, да, действительно кошки там где-то бегают на четырех лапках, да, такие приземистые. Но в то же время ее можно понять вот во втором значении слова годы, то есть у хитрости, у лжи, да, короткая нога, нельзя далеко уйти на обмане. Вот такой смысл. То есть очень интересный источник интересных таких сравнений и так далее. Вот такая многозначность слова годы. Габома иш паспорт. Значит, есть у нас слово, есть падеж, направительный падеж. Он означает куда, например, город, в город, но также используется в конструкции притяжательной, да, то есть угабо. Как и по-русски, в принципе, мы говорим угабо есть паспорт, да, то есть мы избегаем глагола иметь и пользуемся какой-то конструкцией через есть. И вот то же самое в осетинском. Это интересно, потому что в Европе даже в славянских языках мы сталкиваемся на этом месте с глаголом иметь. Циу абат тиш турел. Это местный внешний падеж. На ком, на чем. Да? Птица села на камень. Дур – это камень. Циу абат тиш турел. Птичка села на камень. Школа залтов дышты школае. Значит, это вроде бы родительный падеж, окончание «ы», но он используется здесь в роли местного падежа. И действительно, там, скажем, в 40-х годах он назывался местный внутренний падеж, да, то есть где доны в реке, школа в школе и так далее, город в городе. Вот. А это такое вот интересное употребление. Сейчас считается, что это родительный падеж, и у родительного падежа есть такое тоже значение. То есть отдельного окончания, поскольку у местного внутреннего падежа нет, но система, конечно, была бы более стройная, если бы мы говорили, что у нас есть местный внешний и местный внутренний падеж. Ну, значит, сейчас просто выделяют значение, но падеж отдельно не называют. Аж зовут там унджи. Унджи — это как раз тоже на улице, буквально в улице. Унг — улица, г перед ы переходит. Уджи — это регулярный переход. И унджи окончание ы, так же как школа, и означает где, да, в улице, на улице по-русски мы говорим. Мевшимарима с моим братом. Это пример на совместный падеж. Мевшимар — это мой брат, и има окончание — это окончание совместного падежа. Вот интересно, что в дегорском диалекте совместного падежа нет. То есть это диалект, который есть только в одном диалекте, а в другом его нет. Дымганиуэ штонг бирахау — это падеж уподобительный. Штонг бирах — это голодный волк, и штонг бирахау подобно кому, подобно чему, да, голодному волку. Вот тоже есть обсуждение по поводу того, падеж это или такое наречное окончание, но, в общем, сейчас считается падежом с вопросами саял, каял, да, подобно кому, подобно чему. И этот же падеж используется для того, чтобы говорить о языках иронау по-осетински, уршагау по-русски. Вот. Ну, перейти на следующий. После логи, ну, еще из таких необычных каких-то черт, то, что в осетинском почти нет предлогов, это в основном предлоги «она» и «ад», два предлога, без и с, а все остальные дополнительные значения, которые падежами не покрываются, у нас выражаются послелогами. Причем послелоги присоединяются, в отличие от, если кто-то сталкивался там с турецким, с другими языками, где есть послелоги, в турецком послелог присоединяется к именительному падежу, а в осетинском обычно это родительное. Баден, сижу, я сижу, хазар — это дом, хазары, раш. Хазары — это родительный падеж, окончание «ы», и раш — это перед. При этом многие предлоги, послелоги сами по себе, ну, имеют смысл, да, то есть раш — это просто передняя сторона, то есть это осмысленное слово, которое используется в роли в то же время послелога. При этом у послелогов возможны, в свою очередь, падежные формы, которые тогда
позволяют образовывать такие смыслы, как «я иду положение перед домом», то есть «хазар и ражма», да, вот, и другие тут «штолы бынма» под стол, вот, то есть в это по направлению туда и по направлению оттуда, по меньшей мере, да, можно тоже образовывать такие значения. Получается довольно выразительно. Здесь еще встречается слово «аражинаг». Это причастие будущего времени, по сути, да, подлежащее устройству возле сада. Такой, который будет построен или разбит да, возле сада. Гордоны фаршма. И некоторые такие причастия будущего времени, они лексикализуются, начинают что-то означать уже более устойчиво. Например, харинак, то, что будет съедено, да, буквально от глагола харым есть, это еда. Или худинак, да, то, что будет осмеяно, это стыд, позор. Вот. Ну, наконец, переходим, потому что, честно говоря, как-то быстро время пролетело, переходим тогда уже к этой вот дополнительной части про орфографию. Значит, для записи дегорских и юго-осетинских текстов есть некая письменная традиция. Для дегорского она официальная, то есть говорят о дегорской литературной традиции, а для юго-осетинского неофициальная. Ну, вот такие записи, как вот здесь на фотографии, можно встретить. Это издание нартовского эпоса, то есть отдельно интересная большая тема, то, что на осетинском языке существует такой эпос из нескольких циклов. Это все очень интересно. И записи, сделанные на юге Осетии, бывают с передачей звучания, да, то есть каражима, то есть написано не так, как оно в нормативной орфографии пишется. Например, шален вместо цален, да, пишется ц, на севере читается с, на юге ше. Здесь написано шален, чтобы показать, что человек, который это рассказывал, именно так это произносил. Вот. Но в связи вот с такой интересной, с таким интересным прецедентом появилась также довольно частая ситуация, когда современные осетины в интернете пишут вот так, то есть пишут шален, журы через вот прямо русские буквы ш и ж, в интернете, например, в социальных сетях. Делают они это почему и зачем? Дело в том, что выходцы с юга так говорят в быту, но в школе их учат писать «ц» в слове, ну, например, в первом слове «шален», да, пишут они «цален», и северяне произносят это «сален», а в школе в Южной Осетии они произносят как «цален». Соответственно, когда человек, который на юге Осетии учился в школе, пишет «цален», он, скорее всего, так и произносит про себя во внутренней речи. Поэтому, если он хочет выразить письменно то, как он это обычно говорит, да, например, с близкими людьми, там, с друзьями, вот, то он с нулевой вероятностью так и запишет через ш и ж, чтобы, ну, наверное, во многом бессознательно, но подчеркнуть именно вот эту грань, да, что свои, что именно так мы говорим и так далее. Вот это довольно такая интересная традиция. Есть несколько, ну, не очень больших пабликов в ВКонтакте, то есть каких-то сообществ, которые публикуют какие-то шутки и так далее. Вот такое тоже орфография. Она очень нерегулярная, там, грубо говоря, кто как может, так и пишет, но иногда эта ситуация описывается как неграмотность, да, то есть люди не знают, как писать. Мне кажется, не знают, как писать, потому что ну, в школе-то преподается язык, конечно, все видели, как это все официально пишется, но связано это вот именно с тем, что во внутренней речи они произносят, когда пишут через «ц» и так далее, они произносят именно как записано в значении, в русском значении этих букв, потому что это называется нормативной орфоэпией Южной Осетии, и этого требуют в школе. Вот. Но когда они изображают семейное произношение, да, привычное для себя, они могут писать как слышится, да, чтобы вот отобразить вот это, что ли, родство. Интересно, что на севере так никто не делает. Есть буквально один персонаж, который
в одной большой группе в Фейсбуке пытается так экспериментировать, на него все набрасываются с тумаками, осуждением, буквально обзывают его плохими словами и так далее. Вот. Связано это тоже с чем? С тем, что на севере осетины знают, что мы пишем «ц», всегда читаем «с». Пишем «с», всегда читаем «ш». Вот. Тут, конечно, напрашивается вопрос, а не сделать ли реформу орфографии, да, иногда в том числе осетиноведы с какими-то такими идеями выступают, но смысл этой орфографии в том, что она как бы ничья, да, она объединяет две формы, две наибольшие формы иронского диалекта, которые для записи некоторой из них это письмо не подходит идеально. Да? То есть и те вынуждены что-то читать не так, как оно записано, скажем так, значение этих кириллических букв. Это довольно удобно. То есть это некая такая объединяющая орфография. Вот интересно, что в истории осетинского языка была ситуация, когда на юге писали отдельный орфографию, не такой, как на севере, и это как раз воспринимается как болезненная история. Вот. Очень многие крупные осетинские писатели, выходцы с юга и так далее. То есть как раз общее объединяющее письмо, оно очень важно для, по меньшей мере, осетин, которые говорят на иронском языке. Вот. Такая другая история немножко. Это использование дореволюционной осетинской орфографии в основном в православных контекстах. Первая осетинская печатная книга вышла в конце XVIII века, в 1798 году. Была она билингвой, вы видите слева, на картинке слева. Слева русский текст, справа осетинский перевод. Это была запись некой адаптированной кириллицы, и позже, после экспедиции Андреаса Шугрена, императорского академика в Осетию, значит, он создал, по сути, осетинский алфавит, которым с некоторыми изменениями пользуются и сейчас. Вот и в этом алфавите фонема, которая сейчас передается, например, русской буквой «ы», передавалась через ижицу. Это было довольно удобно, потому что «ы» — это не звучание, конечно, этой фонемы, это такая краткая шва, на самом деле, то есть через что, да, такое звучание. Вот. И ижица, конечно, там была очень удачно туда подходила, и некоторые другие были такие довольно оригинальные решения. Вот. И в этой орфографии были изданы, в основном богослужебные, конечно, книги, перевод Нового Завета и ряд книг, которые использовались в православной церкви. И интересно, что современная православная церковь в Осетии пользуется этим письмом для вот такой отсылки к, что ли, древности традиции, наверное. Да? И вот на фотографии справа мы видим открытие таблички с молитвой «Отче наш» в Израиле, где, в принципе, видно, что тоже через ижицу, видите, написано. То есть используется орфография, которая не используется уже почти 100 лет. Как некая отсылка к этой старинной традиции, вот можно сравнить вставочку, это фотография из Нового Завета 905 года издания. То есть это, да, и через Штолнир, вот эта запись через Ижицу, это название, по-моему, ежегодной православной выставки в Северной Осетии, то есть христианская Осетия, можно так перевести. И, конечно, в современных изданиях православная церковь пользуется стандартной орфографией, но где-то в заголовке, где-то, чтобы как-то украсить что-то, нарисовать какой-то логотип и так далее, очень часто используется вот эта дореволюционная орфография как некая отсылка, и, несомненно, это связано с потребностью в идентичности, да, может быть, в отсылке к древности этой традиции и так далее. И вне православной традиции эта шубленовская азбука тоже используется, например, очень активно коллективом, музыкальным ансамблем «Кона», который исполняет музыку на музыкальных инструментах
которые использовались до гармонии. Да? То есть, когда мы слышим там кавказская музыка, мы представляем себе, прежде всего, музыку, которую играют на гармошке. Гармошка связана, распространение гармошки связано с индустриальным производством. Да? Гармошки делают на заводе, из металлических деталей в том числе. Вот. И ребята пытаются восстанавливать звучание музыкальных астинских традиционных инструментов и регулярно пользуются вот этой дореволюционной орфографией, ну, в частности, в своем паблике ВКонтакте. И на фотографии слева это украшение ресторана во Владикавказе, ресторана астинской кухни, в котором, значит, стена ресторана украшена, как это называется, автографом, да, то есть стихотворением Кустахи Тагурова, его почерком в этой шугреновской тоже азбуке. Это такой довольно интересный момент, потому что, конечно, ресторан можно украсить там видом какой-то горы, может быть, да, или там каким-то характерным для местности животным, вот, но украшена именно текстом, который узнается, потому что во всех изданиях сборника Кустахи Тагурова «Астинская лира» бывают вставлены фотографии именно рукописной версии именно этого стихотворения, Ночтуан, да, то есть как завещание, в котором поэт просит не судить его стихотворение как слишком грустное, потому что он вот познал невозможность отплатить родному народу то, что он считает должен. Да? Вот. С этим связано то, что у него стихи такие печальные. Вот, то есть это важное программное произведение, тоже, в то же время узнаваемое, и вот им в том числе может быть украшена стена в помещении. Это тоже такой интересный момент об идентичности и орфографии. Вот это такая, может быть, грустная страница астинской письменности, когда с 1938 года, когда латинизация была свернута, значит, с 23-24 годов по 38 год существовал латинский и астинский алфавит, и в 1938 году он был заменен на такую упрощенную современную кириллицу, которая используется на севере. Она использовалась на севере с 1938 года, а на юге использовалась вот то, что мы видим справа. Это грузинский алфавит, приспособленный для записи астинских текстов. То есть тексты на одном и том же диалекте, одинаковые тексты, публиковались одновременно на севере и на юге в радикально разных орфографиях, да, то есть человек, конечно, без специальной подготовки, то, что справа нарисовано, не может прочитать. Вот здесь написано ФИДИЛАК, да, то есть название журнала, и дальше, что это орган Союза писателей Южной Осетии и так далее. Вот. То есть тексты, которые издавались на севере, были не очень, были тяжелы для восприятия на юге, и наоборот, тексты с юга не попадали практически на север, хотя это один и тот же язык. Вот такая грустная, печальная страница, и неудивительно, что этим алфавитом сейчас никто не пользуется, то есть нет такой потребности в идентичности ни у кого, чтобы пользоваться этим в целом удачным алфавитом. То есть здесь, например, каждому знаку, каждой фонеме соответствует один знак, да, но именно из-за вот такой культурной привязки к и языковой политике Советской Грузии, и вот, к эпохе разделения одного языка при помощи двух орфографий. Вот, даже, скажем, современная Грузия на территории, которую она контролирует, она пользуется современным кириллическим алфавитом и не пытается такого делать. Ну и здесь вот интересный такой скриншот. Это использование новой латиницы. Есть ребята, которые пользуются латиницей, потому что считают ее, например, более престижной, более, что ли, модной, современной, да, или иногда даже бывает, что люди утверждают, что латиница больше подходит, я цитирую, да, для
передачи осетинских звуков. Конечно, ну, мы понимаем, что знаки и знаки, поэтому совершенно нельзя говорить, что латиница больше подходит. Причем здесь мы тоже видим, что если говорить о соответствии знака одной фонеме, здесь тоже есть и диграфы, может быть, их меньше, но тем не менее они есть. Есть очень всякие странные символы. Вот в левой части в 3 строчки приведены, значит, латиница, которая использовалась при большевиках, да, во время ленинской политики, то есть с 24 по 38 год. Потом латиница, вот, которой пользуется, например, товарищ Страва. Вот. И внизу современная просто кириллическая орфография. Вот, видно, например, что фонема «з», «зуры», да, передается везде диграфом «дз», для фонемы «дж» и в традиционной латинице и в современной кириллице используются диграфы, а вот в этой экспериментальной латинице используется внезапная эсперантская буква «дж». Это меня, конечно, в целом не льстит, как эсперантисту, да, но такой какой-то немножко странный выбор, пожалуй. Вот, ну и так далее. Ну, тут, конечно, интересен сам факт, да, что у людей есть такая потребность как-то отображать, не знаю, свою, не то какую-то альтернативность, да, не то вот модерновость, что ли, да. Вот, то есть вот такие эксперименты тоже есть. Это тоже интересно. И, наконец, прежде чем я буду на вопросы отвечать, если у меня вообще останется время, очень интересный проект осетинского педагога Валентина Техова. Он родился и работал в Тбилиси. То есть родился, вырос, получил образование, работал в Тбилиси. И в 90-м году или в 91-м был вынужден переехать на север, как и многие другие осетины из Грузии. И вот он разработал такой проект осетинского алфавита, который публиковался даже в ежедневной осетинской газете. Вот. Здесь он руководствовался двумя как бы идеями. Одна из них — это то, что округлые очертания букв более естественны. Здесь мы видим очень много всяких изгибов, полукругов. То есть он где-то прочитал об этом как о максиме, да, то есть что вот это в принципе хорошо. Ну, конечно, мы можем подозревать и грузинское влияние просто на его восприятие, да, то есть он был привычен к тому, как выглядят грузинские надписи, и тут, конечно, трудно отделаться от такого впечатления, что такое влияние есть. В то же время каждый знак имеет идеографическую подсказку. Вот, например, если вы найдете букву «П», здесь вот в середине, то это буква, связанная со словом «пыл», то есть слон. Да, и действительно мы можем здесь уже увидеть глаз слона и хобот свисает вниз, да, или есть такая буква в нижней строчке, 4-я слева, это кружочек, в нем точка. Должно обозначать фонему «ц». Это глаз, сашт. Вот. И рядом с ней слева тоже значок, кружочек, полукруг, и в нем точка. Это ухо, «х», то есть звук «х», с которого начинается слово «куш», «ухо». Но этот алфавит вот просто интересный, он нигде не используется, но, тем не менее, он известен довольно многим как такой некий курьез, и он в то же время отражает вот такую, наверное, потребность в идентичности, которая тоже у кого-то, наверное, есть, которая знакома, наверное, ребятам из тюркских народов тоже, которые там экспериментируют с записями, тюркскими рунами и так далее. Да? То есть потребность в алфавите, который как ни у кого, да, то есть не выбор алфавитной основы между кириллицей, латиницей или там арабицей, может быть, а именно вот совсем свой алфавит. Тем более, что на Кавказе есть такие примеры, и они, конечно, вдохновляют. Вот в данном случае Валентина Техова вдохновил, ну, и история его личной жизни, да, то, что он из Тбилиси и так далее, она, конечно, подсказывает, что вот он дошел до этого отчасти, конечно, под влиянием того, что вот он из Грузии. Ну, в общем, я готов поотвечать тоже на ваши вопросы. И проблема жесткой ассоциации кириллицы с русским.
Ну, я не замечаю жесткой ассоциации. То есть я, когда учил осетинский язык, я где-то прочитал, даже не прочитал, а мне сказали, что, значит, мы видим «с», читаем «ше». Мне было 14 лет, я не запутался, просто сразу это осознал. Тем более мы все в школе учим английский язык в обязательном порядке, учим какой-нибудь французский или какой-то еще. Многие учат как второй, тоже сейчас уже не редкость. Мы там видим, что пишется Манчестер, читается Ливерпуль, это нормально. То же самое мы видим, значит, С, читаем его С на уроке осетинского языка. Это даже лучше, в том смысле, что есть какое-то отличие в значении этих букв, потому что если бы это была бы запись максимально приближенная к произношению, то тогда бы как раз возникал бы, наверное, такой соблазн как-то двигать произношение более свистящей ш в сторону более шипящей ш и так далее, да, но вот этого всего сейчас, ну, как мне кажется, не происходит или, ну, не является таким важным фактором. Ш и Ж для чего больше, да, не нужны. Ну, Ж в осетинском алфавите нужна для того, чтобы записывать фонему Дж, да, диграфии ДЖ. А также нужны, ну, это характерная черта всех поздних советских кириллиц, то, что они содержат все знаки русского алфавита в обязательном порядке для совместимости с русскими заимствованиями новыми, да, такими как там, социализм, промышленность и так далее. Они просто берутся в русской орфографии, а также для совместимости с русскими передачами имен собственных. Да, скажем, в русском языке есть богатая, развесистая традиция передачи иностранных имен, таких как там корейский, китайский и так далее. Все это можно было бы передавать какими-то осетинскими звуками, но для этого нужно завести отдельную осетинскую, как бы, китаеведческую и так далее традицию, что, как бы, во-первых, странно делать, во-вторых, было бы странно для самих по себе носителей видеть, что Мао Цзэдун у нас, значит, так пишется по-русски, и как-то еще по-осетински, и мы должны узнавать, что это один и тот же человек. Вот. В этом смысле, мне кажется, что это скорее даже удачная традиция. Вот. И она, наверное, лучше, чем то, что мы имеем в латинском мире, где просто люди пишут некое имя собственное в его оригинальной записи и часто вообще не представляют, как это читается и так далее. Значит, система транслита с осетинского на русский, да, действительно существует, и для нее как раз характерно прочтение как написано, да, то есть передаются, как правило, звуки. Давайте я вернусь. Значит, передаются значит, звуки передаются, как они пишутся, они как на самом деле звучат. Поэтому можно встретить, ну, там, скажем, слово «беслан», да, пишется по-осетински, по-североиронски читается как «бешлан». Вот, но по-русски мы говорим «беслан» и так далее. То есть все эти «сз» передаются как «сз» по-русски. То есть в орфоэпическом варианте, который когда-то был довольно распространенным, а сейчас практически исчез. Да, то есть вот в цокающей форме, да, где «ц» читалось как «ц», а «с» как «с». Вот. Но с переселением из гор на равнину почему-то очень многие носители такой формы перешли на куртатинскую сокающую, и поэтому они сейчас читают «бешлан» через «ш», но в русской передаче это обычно передача соответствующей орфографии. Вот. Хотя люди довольно часто передают через «ш» тоже, но это там уже связано с тем, что они или не знают, как это точно пишется, или что-то хотят этим подчеркнуть. То же самое с фамилиями осетинскими. Некоторые фамилии пишутся через «ш», как они звучат. Например, есть фамилия Шанаевы. Они пишутся через «с» по-осетински, то есть «саната», да. А по-русски пишутся и произносятся Шанаевы. Да, это так, как оно звучит в североиронском в основном. Вот. Ну, вообще с записью фамилий там известный разнобой, связанный просто с историческими причинами, да, то есть кого как бы раньше записали в документы, вот эти записи первые, они максимально удалены от того, как это звучало, а более поздние записи, значит, они
Диаспора пишут ли, да. Пишут, но они стараются выучить осетинский алфавит, как мне кажется, да, то есть и писать нормативной орфографии. В частности, вот, с турецкими осетинами, наиболее крупной такой группой, которые там родились, да, то есть они сохраняют язык своих предков. Значит, и они при контактах с Северной Осетией стараются освоить осетинский алфавит, но это характерно, кстати, и для адыгов тоже. Они пишут кириллической графикой. Кто-то выкладывал фотографии тоже из Иордании, да, там, значит, адыги, вплоть до того, что на стенах пишут по-адыгски в кириллической графике. Там ничего такого нет, в принципе, алфавит не сказочно далек, это же не хирокана какая-нибудь. Вот, с преподаванием, сколько школ предметов. Ну, вот настолько подробно я не могу ответить, но в целом на осетинском существует осетинская школа национальная, потому что в городе, да, есть какое-то количество классов с преподаванием на осетинском языке. Вот это, наверное, самое важное. И есть преподавание, ну, осетинского языка и литературы как предмета, причем осетинский язык как предмет делится на для владеющих и для невладеющих. Высшее образование. Я вот сомневаюсь, да, конечно, осетинский язык используется на кафедре, на факультете осетинской филологии очень активно, и на нем можно защищать работы и так далее. Но, конечно, большинство предметов там идет на русском языке, просто потому что там университетские предметы, типа истории и так далее. Наверное, рассказывают им по-русски. Вот. Вообще, конечно, без русского языка в Осетии, во-первых, мало существует таких людей, которые совсем не знают русского языка. Мне кажется, наверное, вообще не существует. Вот. Если есть физика, да, физика может преподаваться на осетинском языке, а вот именно в ВУЗе, ну, как бы ее нет, ну, и зачем, да, то есть вот как раз та ситуация, с которой мы начали неформальную беседу сегодня, потому что, ну, физика, она связана с большой физикой российской, поэтому она на русском языке. Было бы странно, если кто-то развивал физику и так далее. Но именно школьные предметы, конечно, когда ребята готовятся в школьные учителя, они учатся говорить о своем предмете на родном языке, чтобы преподавать на нем. Значит, и на русском во Владикавказе. Есть очень много всякой неформальной наружки, да, то есть там всякие слоганы, поговорки публикуют на остановках и так далее. Очень много двуязычных вывесок, хотя это не регулируется, да, то есть закона о языке республиканском до сих пор нет, поэтому непонятно, какие требования в отношении, там, скажем, аншлагов, да, то есть указателей уличных и так далее. Иногда встречаются двуязычные надписи, иногда нет. Вот, на юге тоже билингвизм, да, с русским языком. На юге, конечно, язык по умолчанию осетинский, но тоже очень часто можно встретить, например, по телевидению двуязычные передачи, каждый говорит на языке, на котором легче, и нередко бывает так, что человек выражается по-русски, потому что привык как бы на серьезные или более сложные темы говорить по-русски, потому что получил высшее образование где-нибудь, да, в большом вузе на русском языке. اسم بینون تا ارتک از تر قمر کنن زون نایش پروبلم تا رایون میداگ و گروگ میداگ ما ابونیون در مبوش دیوی سفرس متن ول خود در ایش تخستادم در من کیف خورنش مالای موشی سیمیات هودم مبوش دیز هیول خود در سفرس متن ما من کد مال بونداد کد نروزارات و دای زونن برتمن جفلدار Депутаты кандидатtem olkemeder dettem ivforstam. Коя се взоруй депутатей, уед в загради це законопроекта кусыстут. Тобовси, Георгий Федорович. В общем, искод войны, я как военный человек, я хочу внести изменения в законодательство по пенсионному обеспечению военнослужащих. Очень много ребят ко мне подходят, мои сослуживцы. Я вышел сейчас на пенсию в звании подполковник. Очень многие подходят и беспокоятся за пенсию. Очень многих на пенсию отправили.
آدم شاردل شفازندی شجع فخوزداری مجکد نفخوزداری و تا کدگان نیست و وپروس شجع نکوس راست. Придется дорабатывать 7-й созыв. И поэтому я готов, еще раз повторяюсь, и принимать те законы, и дорабатывать те законы. И моя основная задача заключалась в парламенте, это представлять парламент республики среди стран, которых нас признали, среди парламента стран, которые нас признали. Haudundan sashort faqozdarkan futjogma fande zakon rohastin kasha zakon na irstone nay kasha nanudis shkhona ulafan benatta logirtan anadi sabun fest nasvalat nasumbun haudunayu masanay shkola fest kasha dartaja maykaron faujasta masanay ulafan benatta maush qabartlet. Статус ветеранов Отечественной войны نخیم من سرازم شمایت نوش استاتوس وا هایی مفنده شمای یوران اسلوی نداداتی ما کدون خشد است اشتر فد بستن خشده هایی مفنده سرازن ما شمای سنم مروخ کنم سنم سنال خاطر وارم متساقد کنم. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Геннадий Володьевич Цхавребов, пожалуйста, вам слово. فندم من در پارلمان ما باشگاه مقد اسمم یقد من همیشه بیره پروبلماتا فلا یول آخجیاگ در پروبلماتا سعیو من نارکوتیکون خبرتم من وش تابلیت کاتا چی پارا قاد کنه هدون نخمه کارز مجال تروخ هستن هدون نکست در تصافنج ایستگاه شما وش زاگت تروخ هستم هی مفنده زغمندر. Спасибо большое. Как показали предыдущие эфиры, мы сейчас перейдем К самому интересному этапу.